Ой-ой-ой. Ой, что это сейчас? Уже январь. 24-й год. Что-то я немного там поспал, да? Так, ладно, о чем это я? Всем привет, короче, да. Всем привет. Всех с наступившим Новым годом. Но в сегодняшнем видеоролике я хочу рассказать вам о севере. Месте, где холодно. Месте, где мало людей. О месте, которое не изучено до конца. И место, в котором много тайн. В этом видео я хочу подробно рассказать о севере и ответить на ключевые вопросы. Где находится сам север на самом деле? В чем сила севера? И почему без севера не существует жизни? Подписывайтесь на канал. Это Мысли Мозес. И мы начинаем. Север – это одна из самых уникальных и красивых частей нашей планеты. Он занимает огромную территорию, начиная от Северного полюса и до северных регионов различных континентов, таких как Северная Америка, Европа и Азия. Одной из самых главных особенностей Севера является его климат. Здесь встречаются самые суровые зимы с множеством снега и льда, а также короткое лето с мягкими и теплыми днями. Этот климат определяет уникальную природу этого региона. Здесь обитают различные виды животных, такие как белые медведи, лоси, рендиры, снежные совы и много других. Север на самом деле уникален и очень загадочен. У него есть свои преимущества и проблемы. Но начнем мы с преимуществ. И первое – это природа и ландшафт. Северные регионы обладают невероятной красотой и разнообразием природных ландшафтов. Здесь можно встретить изумительные горные пейзажи, леса, реки, озера, ледники и даже полярное сияние. Великолепная природа севера предлагает множество возможностей для активного отдыха и занятий спортом на свежем воздухе. И как я сказал ранее, это уникальный климат. Северные регионы имеют холодный или субарктический климат, что может быть привлекательным для людей, которые любят холод и снег. Зимой можно наслаждаться зимними видами спорта, такими как лыжи, сноуборд и катание на снегоходах. Кроме того, здесь можно ощутить уникальность и особенности жизни в условиях суровой погоды. Третье – это спокойствие и уединение. Отдаленность и низкая плотность населения в северных регионах создают атмосферу спокойствия и уединения. Если вы предпочитаете уединенную жизнь или хотите отдохнуть от шумного городского образа жизни, северные регионы предоставят вам идеальные условия для этого. Но не забывайте про холод. Четвертое – это возможности для научной и исследовательской работы. Северные регионы являются местом множества и научных исследований. Здесь можно изучать местную флору и фауну, исследовать последствия изменения климата, осваивать новые технологии в области зеленой энергии и многое другое. Такие исследования могут быть полезными для всего человечества и содействовать развитию науки. Пятое – это разнообразие культур и традиций. Северные регионы предлагают богатое культурное наследие и разнообразие традиций. Здесь можно познакомиться с уникальной культурой коренных народов севера, их языком, искусством, шаманскими ритуалами и традиционными промыслами. Это является уникальной возможностью для узнавания и понимания разных культур и укрепления толерантности и уважения к различиям. Шестое – это экологическое равновесие. В связи с низкой плотностью населения и отсутствием промышленных объектов, северные регионы обладают чистым воздухом, прозрачными водами, чистыми лесами и озерами. Здесь можно наслаждаться замечательными видами и здоровым окружающим пространством. Тем более, там имеется развитая инфраструктура и комфорт жизни. Несмотря на свою удаленность, северные регионы могут предложить развитую инфраструктуру и комфортные условия для жизни и работы. Современные города севера предлагают широкий спектр услуг, медицинских учреждений, образовательных возможностей и развлечений. Ну ладно, о плюсах-то. Тут ведь и минусы есть. И минусов тоже в достатке. Первый и один из самых главных минусов – это опять же климат. Здесь холодные зимы, когда температура опускается до минусовых значений, а снег и лед прикрывают все вокруг. Это ограничивает мобильность и усложняет повседневную жизнь жителей северных регионов. Они вынуждены ладить с обилием снега и льда, постоянно очищая дороги и тротуары, чтобы все необходимые перемещения были возможны. Кроме того, холодный климат вносит свои коррективы в аграрное хозяйство, ограничивая множество видов сельскохозяйственной деятельности. Тем более, там есть отсутствие разнообразия растительности и флоры. На севере в основном встречаются лишь деревья северных сортов, мхи или шайники. Отсутствие яркой растительности может создавать впечатление однообразия в окружающей среде и вызывать чувство монотонности. Да и северные регионы ограничены к некоторым услугам.
Отдаленность от больших городов и ограничение возможностей транспортной инфраструктуры делают путешествия и перемещения дорогими и длительными. Это может привести к изоляции и ограниченному доступу к медицинским услугам, образованию и прочим важным ресурсам. И даже несмотря на то, что это север, там также имеются проблемы с экологией. Возрастающее промышленное использование природных ресурсов может привести к загрязнению водоемов, воздуха и почвы. Это негативно сказывается на экосистеме и здоровье местного населения. Также на севере имеются языковые барьеры. Северные регионы, часто населенными коренными народами, имеют свою уникальную культуру и традиции, которые могут отличаться от культуры центральных регионов. Это может создать проблему взаимопонимания, особенно для людей, приехавших из других регионов. И сейчас на севере существует проблема экологического баланса. Несколько десятилетий назад человечество начало активно искать и добывать природные ресурсы в этом регионе, что привело к серьезным экологическим последствиям. Однако в последние годы государства северных регионов активно занимаются сохранением экологической ситуации в этом регионе, проводя мероприятия по мониторингу и охране природных ресурсов. Здесь есть свои, конечно же, интересные моментики. К примеру, самым населенным и развитым северным регионом планеты является, конечно же, Россия. Здесь встречаются такие крупные города, как Санкт-Петербург, Москва, Новосибирск и много других. Эти города не только являются экономическими и культурными центрами, но также богаты своей историей. Север – это один из 4 географических полюсов Земли, который простирается на территории Северной Америки, Евразии и Арктического океана. Это крайне жесткий и непростой регион, обитаемость которого сильно ограничена. Тем не менее, север и его жители – это настоящее чудо природы и источник удивительных фактов. Ведь только на севере можно встретить северное сияние, также известное как полярное сияние. Это явление происходит, когда электрически заряженные частицы солнечного ветра взаимодействуют с верхним слоем Земли. Оно манит тысячи и тысячи туристов каждый год. Ну, несмотря на экологические проблемы, также на север и его окрестности, это богатый источник полезных ископаемых. Например, в России на севере находится одно из крупнейших нефтегазовых полей – Ямбургское. Канадский остров Баффин является домом для большого количества различных металлов, включая железо, медь, золото и драгоценные камни. Но однако далеко не все на севере создано для жизни. Например, на канадском острове Бэнкса, который простирается на севере за полярным кругом, встречаются насекомые. Так, на острове могут обитать различные виды мух, хотя они представляют незначительную долю от общей фауны, но все же могут являться опасными. Но животных на севере, конечно, много. Здесь можно найти морских млекопитающих, таких как киты и тюлени, а также полярных медведей, лис и оленей. Остановившись на Южном полюсе, можно встретить пингвинов и морских звезд. Тем более, если ты находишься на севере, то ты можешь находиться во всех часовых поясах одновременно. Дело в том, что вокруг полюса нет никакой земной оси, вращающейся вокруг Солнца. Также на полюсе нет официального времени, существуют только научные стандарты. Это делает север еще более таинственным и загадочным. Наконец, нельзя отметить и то, что север — это один из самых экстремальных и опасных участков на планете. Многие столкнулись со смертельными бурями, антициклонами, ледяными грозами и огромными проблемами с коммуникацией. Тем не менее, это место все равно привлекает людей со всего мира, чтобы изучать и наслаждаться этим удивительным регионом. Таким образом, север — это место, где чувствуешь уважение к природе и ее силам. Своей загадочностью и сильным влиянием на животный и растительный мир, север всегда останется одним из самых удивительных мест на Земле. В целом, север — это уникальный и интересный регион, который имеет свои и плюсы, и минусы. Но при этом, несмотря на некоторые проблемы, северное государство продолжает активно развиваться и работать над сохранением природных ресурсов. В общем, наша планета еще не изучена до конца. Ну а на этом мы подходим к концу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, обязательно пишите комментарии, увеличивайте актив. В общем, с наступившим 2024. Пока!